свет в конце туннеля. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Свято-Успенская Почаевская лавра. Почаевский монастырь является одной из самых почитаемых святынь, которую посещают тысячи паломников. Почаевская лавра – самая большая православная святыня Волыни и вторая после Киево-Печерской лавры в Украине. Это величественный архитектурный ансамбль, состоящий из 16 церквей, резиденции архиепископа, колокольни, келий. Все здания идеально сочетаются с живописным ландшафтом, скалистым склоном горы и террасами. Святынями Почаевской лавры является отпечаток ступни Божией Матери, источник с целебной водой, чудотворная икона Матери Божией, мощи Пресвятого Иова. Монастырь был основан монахами. Они появились здесь в 1240-1241 годах, спасаясь от татаро-монголов, которые захватили и разрушили Киев. Первыми помещениями монастыря были пещеры в толще гор, а первым зданием – небольшая деревянная церковь Успения, которую возвели в 13 столетии на террасе северного уклона холма. Именно тогда, по легенде, и появилась монахом Богоматерь в огненном столпе над Почаевской горой, после чего на одной из скал вроде остался отпечаток ее стопы. В комплекс монастыря, помимо многочисленных культовых зданий, входят каменные и деревянные оборонительные сооружения, башни и стены, ведь монастырь в свою историю выдержал не одну осаду. Архитектурный ансамбль лавры сформирован с доминантной Успенским собором 1771-1783 годах по проекту архитектора Готфрида Гофмана, а работы выполнялись под руководством Петра Полейского. В потолках боковых коридоров храма сделаны круглые отверстия, через которые можно увидеть 3 яруса хоров. Такой архитектурный прием создает в интерьере фантастическую игру света и теней. В монастыре есть 13 колоколов, 2 из них часовые. Раньше, говорят экскурсоводы, самый большой колокол было слышно на 30 километров, сейчас где-то на 10. На 3-м этаже колокольни есть колокол весом 11,5 тонн. От его звуков дрожит земля. Храм известен своей великолепной акустикой. В комплекс сооружений лавры в Почаеве входят еще кельи 1771-1780 годов, архиерейский дом 1825 года, колокольня 1861-1871 годов и надвратный корпус 1835 года. В разработке, планировании, в подготовке интерьеров и организации строительных работ в Почаеве принимали участие известные архитекторы Матвей и Петр Полейские.
Начиная с 1830-х годов старые здания комплекса реставрируются, в них добавляются новые сооружения, упомянутый уже надвратный корпус, колокольня, типография за стенами комплекса, 1895-1896 год, Троицкий собор. В Лавре есть и пещерная церковь монаха Йова, в настоящей пещере, там хранятся его мощи. Дом архиерея возведен в стиле классицизма, из кирпича, прямоугольный в плане. Размещен на склоне холма, поэтому его восточный фасад трехэтажный, западный и северный двухэтажный, а южный четырехэтажный. В 1846 году здесь останавливался и работал Тарас Шевченко. Об этом напоминает мемориальная доска. Колокольня из кирпича, оштукатурена, имеет 5 ярусов, отличается насыщенным декором. Третья по высоте колокольня в Украине после Успенского собора Киевско-Печерской лавры и Софии Киевской. Высота 65 метров. Надвратный корпус построен в стиле классицизма. Это кирпичное двухэтажное прямоугольное сооружение. Ее главный фасад решен в виде четырехколокольного портика дорического ордера. Почаевская лавра – одно из величественных в Украине мест паломничества на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа и преподобного Йова 10 сентября. К ее святыням относятся след стопы Матери Божией с источником целебной воды, ее чудотворная икона, мощи преподобного Йова, Амфилохия.